Ух, это красноперка, друзья, смотрите. Ух ты, смотрите, кто клюнул. Как она еще не обрезала мне леску. Щучка. Это да. Ой, какая. Ух ты, смотрите, какие промоины. Хоть и февраль месяц, а в некоторых местах можно провалиться. Ребята, всем привет. Я уже на водоеме. У нас февраль месяц. Морозы немножко спали. Сейчас ночью -4, днем 0 +1. Практически оттепель, можно сказать. И я приехал порыбачить, поискать плотву, красноперку. Ну там уже что получится. Рыбачить сегодня буду на речке, которая находится недалеко от моего дома. Река берет свое начало в 3 километрах отсюда. Там она очень узенькая, сильно заросшая. Избиваясь, она доходит вот до этого места и тут расширяется. Тут получается такая как подкова. И пошла река дальше в правую сторону. Русло идет ближе к тому берегу, к тем камышам. Я решил сегодня поискать рыбку не на самом русле, а возле русла. Насверлили лунок ближе к камышу. Вот, тут луночки под камышом. Это для того, чтобы попробовать поискать красноперку. Плотву буду искать вот здесь на ямке. Глубиной до 2,5 до 3 метров. Она сообщается с руслом. И сюда часто заходит плотва и всякая разная другая рыба, окунь. В такое время года плотву нужно искать ближе к руслу. На ямках, которые сообщаются с руслом водоема или возле русла водоема, там, где более-менее проточная вода. В глухозимье рыба вся держится ближе к течению, там, где больше кислорода. И у вас будет больше шансов найти в таких местах рыбу. Рыбачить буду я на безмотылку, как обычно. Маленькая вольфрамовая мормышка, черненькая, с желтым бисером. Так. Ага, вот она, удочка. Я уже показывал не один раз свою удочку. Железный кивок. Леска 0,12. Удочка фирмы Сальма. Легенькая, удобная. Ну и вот мормышечка. Сейчас она тут, снежок прилип к ней. Вот такая мормышка. Приступим самой рыбалки. Так, вот у меня первая лунка недалеко от камыша. Смотрим, какая тут глубина. Ну, где-то около метра. Около метра. Это хорошо. Так, есть. Пробуем. Ух ты, сразу поклевка, ребята. Только стал мормышку поднимать. Сразу что-то пригнуло. Кивочек. Пускаем мормышку на самое дно.
Можно постучать пару раз по дну мормышкой. И потом делаем плавный подъем мормышки. Не спеша. Делаем паузы. Все как обычно. Красноперка часто клюет уже почти в самой кромке льда, кстати. И часто клюет на опускание. И так 3-4 проводки, и можно переходить на другую лунку. Так, больше поклевок нету. Пойдем, тут недалеко у меня еще одна луночка недалеко. Вот она. Опа! Первая поклевка. И есть плотва, ребята. Вот так вот. Думал, красноперка. Недалеко от камыша, тут в метре от камыша. Но клюнула плотва. Неплохая плотва. Как для наших водоемов. У нас найти прям огромную плотву 300-500 грамм это очень большая редкость. Вот такая ладошечная, это уже успех. Ну что ж, ты одна тут была, что ли? Может и одна. Глубина небольшая, около метра. Я так думаю, пока я вытаскивал, остальную расшугал. Вот уже третья луночка и сразу поклевка. Это обнадеживает. Так, еще одну проводку сделаю и перейду на другую лунку. Тут в 2 метрах. Так. Проверим сейчас тут идти. Вот это уже поболее плотва. Хорошая. Хорошая плотвичка. Пока пробую искать рыбку недалеко от камыша. На глубине 1 метр, 1,20 м. Потом попозже попробую уже на самой ямке. Там, где глубина 2,5 метра и больше. Есть поклевка. Какая хорошая красноперка, друзья. Смотрите. Класс. Ничего себе. Неожиданно. Так, а ну-ка еще. Под камышом. Ну, вернее сказать, недалеко от камыша. Но клюнул не сразу. Пришлось его подразнить немножко. Есть плотвичка. Такая ладошечная. Может, еще клюнет? Да, опа! Была поклевка. На паузе прижала кивок. Опа! Еще одна. Небольшая. Как-то так берет. Еле-еле видно поклевку. Приостанавливает кивок. Просто на месте стоит. Чуть-чуть так нагибает. И все. Слабо-слабо совсем. Опять что-то дотрагивается. Но клевать. О, есть. Ой, хорошая плотва. Смотрите какая. Это уже более-менее.
Это уже более-менее для нашего водоема. Одна с лунки и все. И больше не хочет. Негодяйка. Хотя, на секундочку, плотва ходит стаями. Она одна не плавает. О, а вот и покрупнее. Это уже хорошая плотва. Это уже нормальная. Это ладошечная. Плотва очень часто клюет на паузах. Особенно в феврале. Рыбка вся вялая, неактивная. Поэтому проводки быстрее делать не надо. Лучше вот так вот не спеша, плавненько. И рыбке такая проводка больше нравится в глухозимье. Так. Ну, тут глубина побольше. Чуть-чуть. Сантиметров на 5. На 10 может максимум. Ой. А вот и окунь проклюнулся. Дорогенький. Небольшой. Такой грамм 150. Но может рядом и большой стоит. Ух ты! Смотрите, кто клюнул. Как она еще не обрезала мне леску. Щучка. Это да. Вон какая. Жадная. Это сигалетка. Грамм 100. Не 100, наверное, грамм 200 у щучки. Плыви. А вот тут у меня в такой заводюшечке, там вот у меня лунки. А тут смотрите, какие промоины. Гуляет вода. Открытая вода. Ух ты, чуть не упал. Поэтому на речках нужно быть как можно внимательнее и аккуратней. А то можно и покупаться бесплатно. Так, сейчас я присяду на ящичек. Пускай ножки немножко отдохнут. Ух, сразу поклевка, ничего себе. Приподнял его мормышку. Есть. Подожди, меня запутало тут все. Вот она. Вредная плотва. Есть поклевка. Опа. Так. Такая чуть поменьше плотва. Опа. О. Вот это уже побольше. Неплохая. Клюнула на паузе. Такая бы ловилась все время. Вообще было бы прекрасно. Опа, есть. О.
Так, еще одна. Чуть поменьше, правда. Но самое главное, уже 4-я с лунки. Плотва сегодня ловится то где мельче, то где глубже, то по бровке, то на мели. Все непонятно, как попало. Я так понял, она рассредоточилась по всей речке. Опа! О! Вот это уже побольше. Неплохая. Клюнула на паузе. Такая бы ловилась все время. Было бы быть чудесно. Ну, это уже хоть чуть больше живца, более-менее. Такая. Сегодня при ловле плотвы использую несколько проводок. Использую плавную проводку, плавно играю кивком. На такую проводку есть поклевки. И использую проводку со средней частотой колебаний. И делаю паузы. Часто вот на паузах тоже бывают поклевки. Подошел уже практически к месту, где я сверлил с утра лунки, чтобы половить красноперку. Сейчас еще тут попробую, может вышла на охоту красноперка. Так. Красноперочка есть и тут или нету? Опа! Еще одна есть красноперка, но небольшая. Чуть-чуть приподнимаю дна и играю мормышкой на одном месте. Ух, это красноперка, друзья, смотрите. Вся в пиявках. Ух, красавица. Есть поклевка. Такая неплохая. Есть поклевка. Ой, хорошая. Это уже хорошая плотва. Эх, какая жирная, длинная. Стой. Клюнула. Кстати, на паузе. Красавица. Глаза красные. О, еще одна. На этой же лунке поменьше. Но клюнула. Плотва, кстати, очень часто клюет. Начинает хорошо клевать ближе к обеду или после обеда. Такое бывает часто. Так. Опа. Это уже получше плотва. Подойдешь к одной лунке, проклюнется побольше плотва. Перейдешь в другую, там один живец. И вот так вот, как попало, клюет плотва. Ой,
Поклевка. Хорошая плотва клюнула. Я сюда подходил не один раз к этой лунке на яме. Но поклевок не было. Да, вся она с утра стояла ближе к берегу. А сейчас вся скатилась на яму. И стоит на яме. Так. Оп, опять поклевка. Еще одна плотва небольшая. Только опускаю, и сразу поклевочка у самого дна. Ну что, друзья, буду я, наверное, собираться уже домой. Хожу по лункам, последние полчаса вообще поклевок нету. Клев прекратился полностью. И под берегом, и на ямке, и ближе к руслу. Поклевок нигде нету. Ловилась рыбка с утра ближе к берегу. Потом начались поклевки уже на ямках, ближе к руслу, на глубине 2-2,5 метра. Плотва ловилась и маленькая, и большая проклевывалась. Ну, такая более-менее. Я, в принципе, рыбалкой доволен. Для глухозимья это еще нормальная рыбалка получилась сегодня. Рыбачил я на безмотылку. Маленькая мормышка вольфрамовая, муравейчик с желтым бисером. Ставьте, ребята, лайки, делайте репосты видео, пишите комментарии обязательно. Всем пока!